Привет! Сегодня поговорим о виктимологии. Знаете, это довольно сложная штука, наука о том, почему наше, в общем-то, понятное желание разобраться в причинах трагедии так часто, скатывается в обвинение тех, кто и так уже пострадал. Давайте попробуем нащупать, где же проходит эта тонкая-тонкая грань. И вот этот вопрос, он на самом деле ключевой. С одной стороны, конечно, мы хотим понять, как избежать такого в будущем, это же логично. Но с другой стороны, как при этом не сделать еще больнее тем, кто уже через все это прошел? Вот она, та самая дилемма, в которой и кроется вся сложность. Итак, вот наш план на сегодня. Сначала посмотрим, в чем вообще проблема, где эта грань между помощью и вредом. Потом разберемся в самой науке о жертве, в терминах. Дальше небольшой экскурс в историю, как вообще меняли взгляды. Поговорим о современном травмоинформированном подходе. Перепишем одну очень типичную историю. И в конце, самое главное, выведем то самое критическое различие. Ну что ж, поехали. Раздел 1. И тут надо понять главное, почему об этом вообще так важно говорить. А все просто. Потому что слова, которые мы произносим, могут стать для человека, пережившего травму, либо спасательным кругом, либо, увы, еще одним ударом. Но вот представьте себе, случается что-то страшное. Какая первая реакция у большинства из нас? Конечно же, найти причину. Нам просто очень нужно верить, что мир хоть как-то предсказуем и что с нами такого не случится. И вот тут-то и кроется ловушка. В попытке все себе объяснить, фокус нашего внимания как-то незаметно съезжает с действий преступника на поведение того, кто пострадал. К счастью, мы не первые, кто ломает над этим голову. Есть целая наука, которая как раз и изучает опыт пострадавших. Давайте-ка заглянем, что она нам расскажет. Итак, виктимология. Это, знаете ли, не просто какой-то заумный термин. Это была настоящая научная революция. Просто подумайте, десятилетиями криминология смотрела только в одну точку — на преступника. И вот, наконец, фокус сместился. В центре внимания оказался тот, кто пострадал. Его опыт, его боль, его права. И важно понимать, что сам ущерб от преступления — это, как говорят, лишь верхушка айсберга. Это называют первичной виктимизацией. Но есть еще и огромная подводная часть, вторичная. Это вот то самое, когда человек, который и так уже пережил ужас, сталкивается с холодной стеной, с недоверием, косыми взглядами, бездушным формализмом системы. И вот эта вторая травма, поверьте, бывает ничуть не менее разрушительной. Ну и вот мы подобрались к самому корню проблемы, к виктимблеймингу, или по-простому к обвинению жертвы. Это и есть тот самый токсичный, ядовитый сдвиг фокуса. Когда вместо вопроса «почему преступник это сделал?», в воздухе повисает другой вопрос «а что пострадавший сделал не так?». И вот наша с вами задача — научиться четко видеть эту подмену понятий. Но надо сказать, что к этому пониманию наука шла очень долго и, скажем прямо, непросто. Давайте быстренько пробежимся по этому пути. Он на самом деле очень многое объясняет. Только взгляните на эту хронологию. В 40-х все начиналось с попыток, буквально разложить пострадавших по типажам, по полочкам, как бабочек в коллекции. Затем в 70-е феминистская критика просто взорвала эту систему, громко заявив: «Ребята, проблема не в конкретных людях, а в общественных структурах». В 80-е пошли еще глубже, стали анализировать, а как вообще само понятие «жертва» создается и используется властью. И вот только сегодня мы приходим к подходу, который пытается все это как-то интегрировать. Давайте для наглядности представим всю эту эволюцию как работу фотографа. Так вот, самые первые исследователи, позитивисты, они как будто взяли в руки зум-объектив и навели резкость очень-очень узко, исключительно на пострадавшего. Что делал, где был, как себя вел. Все внимание только на него. И что же мы видим в итоге? Позитивисты, да, они дали нам первые классификации, систематизировали риски, но их главный минус — это почти неизбежная склонность к обвинению жертвы. Затем пришли феминистки, и это был настоящий прорыв. Именно они заставили весь мир говорить о домашнем и сексуальном насилии не как о семейном деле, а как о системной общественной проблеме. А потом критическая школа пошла еще дальше. Они задали вообще неудобный вопрос. А кто и с какой целью решает, кого считать жертвой, а кого нет? Как видите, каждый этап добавлял картине глубины и сложности. И вот, возвращаясь к нашей метафоре с фотографом, следующее поколение исследователей как бы сменили объектив. Они поставили широкоугольник и отъехали назад, чтобы показать нам всю панораму целиком. И что же оказалось? А оказалось, что за спиной одного человека стоят целые гигантские конструкции, социальное неравенство, культурные стереотипы, дисбаланс власти. И вот только тогда картина стала полной.
Так, собрав все эти исторические уроки в одну копилку, мы наконец-то подходим к самому главному — к современному подходу. И его прелесть в том, что он не просто анализирует, он предлагает совершенно конкретные действия. Этот подход называется травмоинформированным, и это, по сути, не столько теория, сколько, почти инструкция по человечности. Смотрите, все начинается с простого признания. Травма — это реально, и она сильно влияет на человека. Значит, шаг номер 1 — обеспечить безопасность, и физическую, и психологическую. Шаг номер 2 — выстроить доверие через максимальную честность и прозрачность. И, пожалуй, самое важное — это дать человеку право голоса и выбора. Вернуть ему то, что у него отняли — чувство контроля над собственной жизнью. Окей, с теорией, кажется, разобрались. Но как все это выглядит на практике, в реальной жизни? Давайте сейчас на одном очень простом примере посмотрим, как всего несколько слов, сказанных по-разному, могут либо ранить еще сильнее, либо, наоборот, начать исцелять. Ну что, знакомо звучит? Уверен, что да. Такие или похожие формулировки мы слышим, к сожалению, постоянно. И просто вслушайтесь, как одно единственное слово спровоцировало, незаметно, но так уверенно перекладывает всю тяжесть вины с нападавшего на того, кто пострадал. Вот это и есть victim blaming в его самом чистом, концентрированном виде. А теперь сравним. Разница, по-моему, колоссальная, просто посмотрите, как смещается акцент. Вторая, травмоинформированная версия, она не просто констатирует факт, она восстанавливает правильный и здоровый порядок вещей. Она говорит, ответственность на 100% лежит на том, кто совершил насилие, точка. И никакая одежда, никакое время суток, никакое место не могут быть для этого оправданием. Никогда. Ну что ж, мы подходим к финалу. Давайте вернемся к тому самому вопросу, с которого начали, и попробуем дать на него максимально четкий ответ. Вот оно, то самое критическое, фундаментальное различие. Обвинение жертвы — это всегда взгляд в прошлое. Это попытка найти ошибку в поведении конкретного человека, который уже пострадал. А вот анализ риска — это всегда взгляд в будущее. Это вопрос не почему она туда пошла, а как нам сделать так, чтобы по этой улице было безопасно ходить кому угодно и в любое время. Первое — это тупик, который причиняет боль. Второе — это путь к реальным решениям для всех. И в самом конце давайте оставим для размышлений вот такой вопрос. Почему так получается, что одним пострадавшим мы сочувствуем как-то безоговорочно, а других как будто, оцениваем, достойны ли они нашего сочувствия? Ответ на этот вопрос вскрывает очень неудобную правду и о нас самих, и о нашем обществе, о том, что существует негласная иерархия жертв. Но это, пожалуй, уже тема для совсем другого, большого разговора.